Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я сделаю для вас общий таро-расклад в сфере отношений. И мы посмотрим, что же у вас творится в ваших отношениях на данный момент времени. С вами Сахида, практикующий таролог. Я сделаю для вас профильный расклад в сфере отношений на классической колоде Райдер-Уэйта. Профильные расклады все делаются на классической колоде Райдер-Уэйта. И в этом раскладе, он большой расклад, мы увидим, кто как относится друг к другу, кто что думает, кто чего хочет, что вас связывает, и есть ли вообще проблемы в ваших отношениях. Если они есть, то я сделаю коррекцию для того, чтобы ваши отношения были наиболее гармоничными. Расклад общий, я его скачиваю из пространства, из Вселенной, поэтому если кому резонирует, то отлично. Если кому не резонирует, а вы хотите разобраться в ваших отношениях, то вы можете записываться ко мне на консультацию. Как это сделать, ссылку я оставляю в описании. Итак, начнем. Я буду делать профильный расклад. Что такое профильный расклад, вы сможете посмотреть в отдельном видео. Пожалуйста, уделите немножечко внимания, там коротенькое видео, и у вас отпадут вопросы, почему я не показываю расклады. Сейчас я буду выкладывать расклад, он большой, а вы пока присаживайтесь поудобнее, наливайте себе воду, чай или кофе. Задавайте свой вопрос, думайте о вашем партнере и настраивайтесь на расклад. Итак, дорогие друзья, я сделала общий расклад. Еще раз подчеркиваю, этот расклад общий. Я его скачала из Вселенной, из космоса, из эгрегора. В общем, я его скачала просто. И то, что я буду говорить, это, возможно, к вам вообще не имеет никакого отношения. Честно сказать, эту заставку, которая сзади меня, я ее поставила чисто интуитивно. Я не знала, какой будет расклад, в каком направлении получится вообще расклад. И он получился именно такой, какой на картинке. Но давайте разбираться. Я понимаю, что мы всегда хотим слышать, что все хорошо, что все отлично, и на самом деле нет никаких проблем. Но, может быть, кто-то из вас и услышит что-то для себя нужное. И, возможно, этот расклад будет именно вам полезен. Но сразу предупреждаю, не нужно принимать на свой счет. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Значит, здесь в отношениях, которые виртуальные, я буду рассматривать и мужчину, и женщину. Это союз, который в браке, либо мужчина и женщина, которые живут очень долгое время вместе, и данный союз считается, что просто так его не разрушить, просто так его не разорвать. Поэтому мы смотрим в глубину этих отношений и кто чем руководит и кто что думает. Итак, в этих отношениях между мужчиной и женщиной, да, мужем и женой, на данный момент отношения совсем непонятные. Каждый из партнеров не знает, что на самом деле происходит в отношениях, к чему эти отношения приведут и что вообще с этим делать. В отношениях присутствует и что-то скрытное, тайна. То, что, возможно, каждый из партнеров скрывает, это я дальше буду говорить. И каждый из партнеров не раскрывается друг перед другом, не говорит все, что у него есть на душе. То есть каждый из участников этого союза не хочет раскрываться и все держит в себе, закрылись, и каждый сидит в своем домике. При том, что каждый берет из отношений то, что он хочет брать. И здесь идет, конечно, обман и партнера, и самого себя. То есть каждый обманывается в этих отношениях. Это очень переживается сложно. То есть в отношениях я вижу, что каждый из партнеров, он страдает по-своему. Уже понятно, да, что это расклад не о счастливой семье. Это расклад там, где есть очень большие проблемы. И в отношениях настолько все накалено, что и муж, и жена, каждый чувствует вот эту вот негативную энергетику, но что с ней делать, никто не знает. Как это разрешить, никто не знает. То есть выхода из этой ситуации никто для себя не видит. То есть по большому счету в этой семье нужны перемены, очень такие кардинальные перемены. Для того, чтобы не было чувства, что вы мучаетесь в этих отношениях.
Вот со стороны женщины, то есть супруги, да, я сейчас буду супругу рассматривать, со стороны женщины, ее абсолютно не устраивает то, что творится в отношениях, и она не хочет, чтобы все это продолжалось, и желает вообще кардинальных изменений. То есть все, что было, это должно исчезнуть, и что-то наступить новое. То есть данных отношений женщина не хочет. И, скорее всего, женщина хочет разорвать эти отношения, выйти из них. И она очень агрессивно настроена, пытается что-то выяснить, пытается прояснить для себя ситуацию путем споров, упреков и выяснения отношений. Женщина хочет уйти от этих давящих чувств, а ей хочется избежать проблем, ей хочется уже уйти туда, где ей будет проще находиться, легче находиться. И пока женщина колеблется, она не может принять для себя решение, что ей делать дальше, как ей правильнее поступить. Потому что женщина, она эмоционально пока погружена в прошлое, что в прошлом-то было все хорошо, что прожили уже много лет, и разрушать это все жалко, потому что знает она своего супруга очень хорошо, и вот эта вот ностальгия по прошлому, пока она еще придерживает женщину от резких движений. Это, знаете, как чемодан без ручки. Вроде как бы жалко бросить, но и нести его тоже тяжело. Здесь женщина еще стоит пока перед выбором, но намерение у нее очень крепкое — изменить то, что сейчас происходит. И дальше терпеть она уже не намерена, потому что ей хочется все-таки быть любимой женщиной, любить. И пока она находится на стадии обдумывания, что же дальше делать, то есть стоит перед выбором на данный момент времени. Еще раз напоминаю, что это расклад на данный момент времени. Вот когда вы его смотрите, это на этот период. Сама женщина в этих отношениях находится в напряжении. А в напряжении находиться долго очень тяжело, это невозможно, поэтому нужно что-то менять. Сразу могу провести коррекцию со стороны женщины. То есть женщина здесь находится в разрушающей силе, и разрушить союз желает именно женщина. Дальше вы поймете, почему она желает. Здесь я могу только порекомендовать, чтобы, конечно же, не впадала в позицию жертвы. То, что не нравится, терпеть не нужно. Здесь нужно излечивать только себя, свою душу, созерцать себя, идти в духовной практике и познавать именно свою женскую суть, свою женскую силу, и идти в развитие, именно духовное развитие, и по-настоящему пересматривать свое отношение к партнеру, для того, чтобы, если вы даже и разойдетесь со своим мужем, то чтобы у вас не было повторений того, что у вас уже есть. Давайте теперь рассмотрим сторону мужчины, то есть супруга этой женщины. То мужчина здесь, он вообще навострился куда-то и хочет просто убежать из этой семьи, чтобы только пятки сверкали. Из расклада видно, что именно мужчина обманывает женщину, поэтому женщина, она не может находиться в таких отношениях, поэтому она и скандалит, поэтому она и пытается выяснить, вывести на чистую воду. Но мужчина, он себе поставил цель, и он не видит для себя никаких преград. Он ведет себя эгоистично и находится там, где ему комфортно и хорошо, где он чувствует себя спокойно. И по сути он делает то, что он сам хочет. Он хочет чувствовать себя счастливым, что не так-то плохо. И он уже действует не от себя. Такое ощущение, что ему вот настолько все надоело, что он покорился судьбе, и его течением несет туда, куда, возможно, ему и нужно попасть. Он ничему не сопротивляется. Уже такие мысли, что будь что будет. И, скорее всего, им манипулирует некая женщина, с которой ему комфортнее, чем со своей женой находиться. И он находится в стадии выбора. То есть конкретно выбор он пока еще не делает, но он очень так призадумался, он думает, что же ему делать дальше. Как я и говорила, вы оба, то есть муж и жена, не знаете, как выйти из этих отношений, что с ними делать. И поэтому на данный момент пока конкретных действий вы не предпринимаете. А мужчина хочет счастливую семью, он хочет гармонию, он хочет, чтобы его любили, и он любил, чтобы семья была полная чаша, и чтобы все друг другу радовались. Мужчина будет отбиваться от всех натисков, он будет доказывать то, что он прав, и он и будет правым в любом случае.
разойдется он с вами, не разойдется, он будет себя считать правом на все 100%. Как говорится, как с гуся вода. А супруга в этих отношениях, она будет думать о том, что ей делать дальше, как ей дальше жить. То есть пройдя вот этот опыт уже и оставив его позади, потому что если ничего не менять, то тут разрыв, он неизбежен. И тот опыт, который приобрелся, не нужно его нести в будущее. Здесь вы будете именно для себя планировать и задумываться о том, как вам дальше быть, что вам делать и что вообще нести, и что оставить у себя, в себе, что взять из этих отношений, чего не брать. В общем-то, будете пока еще думать о том, что вообще будет ждать вас в вашем будущем, если вы разорвете отношения со своим супругом. Пока что я вижу, что в этих отношениях, можно сказать, что относительно хорошо только мужчине, потому что он может пойти на сторону и там отвести свою душу. Страдает здесь больше женщина, потому что находится в напряжениях, ее не устраивает, что происходит в отношениях, и эти отношения хотела бы она прекратить. То есть она не хочет то, что есть в отношениях, и нужно ей, чтобы было все по-другому, абсолютно все. Но на разрыв отношений пока на данный момент еще решиться не может, и пока питается эмоциями из прошлого. Это то, что ее пока еще держит в отношениях. И понятно, что в отношениях присутствует вранье, тайны, и каждый закрыт друг от друга. Как супруга, так и супруг оба еще обдумывают и пытаются принять решение. Здесь, как я и рекомендовала, женщине нужно идти в развитие, узнавать больше себя, работать над собой. И, возможно, когда вы начнете меняться, что-то начнет меняться в вашей семье, и ваша семья еще останется цельной, и вы не разойдетесь. Если вы разойдетесь, то в вашу жизнь не будут притягиваться те события, ситуации, которые есть в вашей нынешней семье. Вот такой расклад не очень радужный получился, дорогие мои друзья, но я это сделала не специально. Может быть, это для кого-то и нужно было услышать. Конечно, дальше можно смотреть, что можно сделать для того, чтобы улучшить отношения, чтобы улучшить семью, укрепить. Можно посмотреть также, для чего вам дана такая ситуация. То есть это все уже просматривается на личных консультациях, и где вы видите полную картину. Сейчас я вам описала только то, что происходит в отношениях на данный момент времени. Можно посмотреть прошлое и посмотреть, что же все-таки привело к данной ситуации. Можно посмотреть и будущее, что будет у вас там через полгода, через год, как будут развиваться ваши отношения, если вы что-то начнете менять. Если вы ничего не будете делать, то по раскладу видно, что просто разрыв он неизбежен. Как вы его переживете, именно женщина, да, именно супруга, как она его переживет, это здесь остается еще вопросом, и с этим нужно разбираться. А мужчине, он даже если уйдет, ему будет хорошо и в другой семье. Итак, дорогие мои друзья, я надеюсь, что у вас этого нет в отношениях, что вы это просто прослушали как информацию для понимания того, что такое профильные расклады и как я их трактую. Здесь можно еще дальше идти вглубь, но думаю, и этой информации уже достаточно. Я желаю, чтобы в ваших отношениях, чтобы в вашей семье вы любили друг друга, поддерживали друг друга, уважали, и у вас было полное взаимопонимание. Каждый день улучшайте себя, и тем самым вы будете улучшать ваши отношения. На этом у меня все. С вами была Сахида. Каждый из вас ценен, как для меня, так и для всей Вселенной. Пока-пока.